Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите Инфакт? Мистер Анджело, мистер Инсайдер передает привет. Некто под ником Кураказис, чьи предсказания уже не раз сбывались, вбросил весть, что Take-Two готовит анонс следующей игры из серии Мафия. Разрабатывает ее студия Hunger 13, та, что ранее выпустила Mafia 3 и Mafia Definitive Edition. Духи нашептали инсайдеру, что анонс может состояться недели через 3-4. Кроме того, о новой Мафии ходят и прочие слухи разной степени достоверности. Мол, в отличие от предыдущих мафиозных работ Hunger 13, вместо движка Illusion Engine на этот раз используется пятый Unreal. Кто-то говорит, что новая часть станет приквелом серии, а события развернутся на стыке 19 и 20 веков. Местом действия станет остров Сицилия, родина итальянской мафии. А центральным персонажем выступит Дон Сальери, которого мы могли видеть в первой части. Кроме того, новая игра станет более линейной, нежели третья Мафия, то бишь будет ближе к первым частям. Что ж, ждем майского сюрприза, если таковой действительно планируется. Авторы Hades 2, прежде чем отправить проект в ранний доступ, предлагают пользователям поучаствовать в закрытом тестировании. Оставить заявку можно уже сейчас через страницу в Steam. Техтест необходим для отладки игры перед запуском. В пробнике будет намного меньше контента, чем на старте в раннем доступе, а сохранение перенести потом не получится. Вряд ли на тест пропустят всех желающих, но круг приглашенных будет постепенно расширяться, а дата выхода игры будет зависеть от результатов теста. Сюжетный приключенческий экшен «Война миров. Сибирь» от 1С Game Studios поделилась деталями проекта. Главным образом, создатели рассказали, что привлекли к работе актеров Московского драматического театра имени Ермоловой. По заверениям компании, это первый подобный случай в истории отечественного геймдева. Актеры будут не только озвучивать героев игры, но подарят им свою внешность и движение. Режиссером по работе с исполнителями ролей назначили Илью Бровкина. На вчерашней пресс-конференции разработчики обмолвились, что геймплей игры будет представлен осенью этого года, а целевыми платформами выступят ПК и актуальные консоли. Даты релиза у проекта пока нет. Руководитель NieR Automata Йоко Таро и глава разработки Stellar Blade Ким Хюн Тэ встретились в рамках интервью и поведали друг другу, какие же они классные и замечательные. Таро сказал, что уважает Хюн Тэ еще со времен серии Magna Carta из нулевых, где Хюн Тэ выступал художником. Также он похвалил Stellar Blade за уровень графики и общий концепт игры. Он даже считает ее намного лучше, чем NieR Automata. А Ким Хюн Тэ наоборот говорит, мол, нет, NieR Automata все-таки лучше Stellar Blade, потому что у нее есть уникальная идентичность. Чем больше мы говорим, тем больше мне кажется, что Stellar Blade не может конкурировать с NieR Automata, отмечает Хюн Тэ. Наконец, он назвал Йоко Таро превосходным рассказчиком историй, до которого ему самому далеко. Вся эта беседа напомнила мне сцену из одного фильма. Ты великолепен. Нет, это ты великолепен. Нет, ты прекраснее всех. Нет, это ты прекраснее всех. Кто узнал фильм, от меня респект. Команда Hazelight Studios, основанная Юсефом Фаресом, если кто забыл, это тот самый мужик, что кричал «Fuck the Oscars!», в этом году отмечает свое 10-летие. И в честь этого разработчики намекнули, что в 2024 фанатов ждет кое-что интересное. А конкретно они собираются рассказать о неких новых крутых штуках, над которыми сейчас трудятся. Но когда расскажут, одному Фаресу известно. Есть вероятность, что анонс новой игры, который приурочит к юбилею студии, состоится в ноябре, или его попридержат для декабрьской The Game Awards. В одном из интервью Юсеф заявил, что грядущий тайтл сорвет всем крышу. Ну, сомневаться поводов у нас нет. Ремейк первой Half-Life, известный под именем Black Mesa, чертовски крутая игра, но что мешает ей стать еще лучше? Проект получил свежий крупный апдейт, улучшающий производительность и расширяющий поддержку контроллеров. Black Mesa перевели на актуальную версию графического интерфейса Vulkan. В системах рендеринга и постэффектов провели оптимизацию, особенно сильно прирост производительности заметен в сценах с водой. В опциях стали доступны еще более высокие графические
настройки. Солнце и локальные источники света теперь поддерживают эффект божественных лучей. На Windows игра теперь запрашивает включение высокопроизводительного профиля питания, что позволяет сгладить производительность. И также внесены различные мелкие графические правки. Помимо этого, Black Mesa теперь официально работает с геймпадами Xbox One, PlayStation и Nintendo Switch. А кроме того, корректно определяет гироскопы Steam Deck. До 22 апреля на игру действует скидка 80%. Создатель Deus Ex, а нынче один из руководителей Other Side, Уоррен Спектор, поделился подробностями своего нового Immersive Сима Thick as Thieves. Нас ожидает онлайновая соревновательная игра с живым сервисом. Мы отправимся на охоту за сокровищами в фэнтезийный город. Необходимо будет добывать информацию о предполагаемых целях, взаимодействуя с миром и NPC. Кроме того, авторы хотят создать условия для коммуникации между игроками. Нападение на конкурента должно быть столь же соблазнительным, что и вариант объединения с ним, с последующим предательством, разумеется. Сокровища нужно не только украсть, но и суметь дотащить их до убежища. На старте в Thick as Thieves по плану разработчиков будет открыто несколько больших кварталов. После будут добавлять и новые территории, а если дела пойдут прям зашибись, то создатели разразятся даже на новые города. Свежий контент собираются поставлять раз в 3 месяца. Большая часть его станет бесплатной. Когда и на каких платформах игра выйдет, неизвестно. В прошлом месяце Том Наше Солнышко Хендерсон слил все основные характеристики грядущей PlayStation 5 Pro. Журналисты издания The Verge на днях подтвердили утекшие сведения. В их руки попала техническая документация новой версии приставки. Источники The Verge сообщают, что уже в августе все игры, отправленные на сертификацию платформы-держателю, будут совместимы с Pro-версией. Новые проекты и те, что выпустят существенные обновления под новое железо, получат маркировку PS5 Pro Enhanced. При этом продажи стандартных PS5 не прекратятся. По словам The Verge, продажи Pro-версии стартуют в ноябре-декабре 2024. Однако, если Sony не успеет подготовить достаточно релизов на этот период, сроки могут и сместиться. Ну и еще несколько новостей вкратце. Создатели сетевого шутера X-Defiant приглашают игроков принять участие в открытом стресс-тесте с 19 по 21 апреля. Тестирование пройдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Предзагрузка билда уже доступна. Dedalic Entertainment и студия Speedfire Interactive назвали дату выхода пошаговой тактики Capes. Игра стартует 29 мая на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Nintendo назвала дату, когда будет проведен новый выпуск Indie World Showcase, а случится это уже сегодня в 17:00 по МСК. Продлится презентация 20 минут, а ее темой станут анонсы и новости инди-игр, готовящихся к выходу на Switch. Но на Silksong не надейтесь. Наконец, в магазинчике Valve стартовал фестиваль шутеров от первого лица. Если собирались закупиться стрелялками, самое время. Продлится ивент до 22 апреля 20:00 по Москве. И за сим у меня все. Залетайте на наш сайт и смотрите свежий выпуск разбора полетов, посвященный игре The Punisher. И не проходите мимо текстового обзора Children of the Sun от Кирилла Волошина. Приятного ознакомления и хорошего вам дня.